Эй, наконец-то мы с вами одни. Сегодня я расскажу всю правду. Родился я года 2 назад. Точнее сказать не могу, я, знаете, больше гуманитарий. Мать моя была выдана замуж за азербайджанца не по воле своей, а по воле деда моего, белоруса. Думаю, этим и объясняется моя странная любовь к картошке. Эй, а вот это личное. Наверное, из-за моих белорусских корней на канале так мало мясных рецептов. Но я борюсь с собой. Ну так вот, умотала, значит, мать моя от нелюба в другую страну, в этот славный город. Практически без денег, одно время гостила у школьных подруг со сложной судьбой и 3 высшими образованиями. 4-е заочно. Пробовала она себя в разных сферах, одно время занялась сетевым маркетингом, но по жизни честная и порядочная решила сменить профессию на еще более древнюю. Так она стала, прости, господи, клоунессой. Подробности история умалчивает. Но в одну ночную смену загремела она на 3 суток в местную колонию. Вышла за взятку, и затем во время одного из своих выступлений увидела она в зале мейн-куна на белом плече у своего хозяина. Увидела и так на сцене и родила. Знакомьтесь, это я. И теперь вы знаете, откуда во мне столько талантов. Сколько себя помню, всегда был звездой этого города. И когда заканчивал университет Шевченко, а затем и более престижное место, которым управляет поющий ректор, благодаря чему, кому, дательный падеж, даже успел поработать голосом Юлии Волковой на последнем концерте Тату. Правда, после этого они снова распались. Наверное, рыженькая не вынесла того, что я пою лучше. Но зато сейчас я главная звезда, фронтмен почти успешного кулинарно-пародийно-бессмысленного шоу «Голодный мужчина». Хотя все мы понимаем, кто там голоден на самом деле. Эй, что происходит? Никакой свободы котам украинского народа. Привет, не верьте ему. Он ест больше нас. А насчет всей предыстории, у кота просто бурная фантазия. Мы же собрались готовить его любимое блюдо. Ведь сегодня у нас, а значит и у вас, праздник. 100-й выпуск на канале «Голодный мужчина». Юбилей юбилеем, а экономию никто не отменял. Я, конечно, имею в виду, что для классической котлеты по-киевски нам пришлось бы поймать целую курицу, распотрошить ее так, чтобы косточка от крылышка осталась вместе с грудкой. И в итоге мы получили бы всего-навсего 2, правда, огромные котлеты. Все отличие которых от наших будет состоять в этой самой ручке, за которую принято держать, когда разрезаешь котлету. Ну нифига себе, вы на кухне у голодного мужчины. Значит так, покупаете 2 филе, 1 грудка. И поехали. В ролях Сергей, автор и ведущий. Его мужественными руками приготовлено 97 замечательных рецептов канала, оставшиеся на совести Ярослава Ивановича. Ярослав Иванович – темная лошадка проекта. Вот он есть, а вот его нет. Никто не знает, как он проявит себя в будущем. И талисман проекта – кот. Многие полагают, что на нем держится все шоу, но немногие знают, чего стоит одно его появление в кадре. Серьезно, стоит очень дорого. Цены в килограммах. Каждый из них уникален, но сегодня эти 3 в 100-й раз собрались вместе, так что смотрим, что из этого получится. Сначала проще сделать масло. Достать его заранее, пусть слегка размякнет, порезать пучок укропа, добавить к маслу, вилкой подавить, перемешать, и зеленое масло готово. Перекладываем его на пленку, разравниваем и как колбаску заворачиваем. Вы только посмотрите, такое ощущение, что я каждый день делаю эти котлеты. Ну и эту красотень отправляем в морозилку. 20 минут в холоде, а мы в голоде, займемся курицей. Как уже было сказано, 2 филешки. Сначала отрезаю малое филе и в сторонку его. Обычно, конечно, оно достается коту, но только не тогда, когда речь идет о котлетах по-киевски. Прости, жирный, но тут это крайне важный ингредиент. Сами филешки я разрезаю впродоль, чтобы вышло больше котлет. В итоге получаем 4 кусочка, но котлеты все равно получатся огромными. Сами увидите. Дальнейший процесс я уже показывал очень подробно в 2 роликах. Это благороднейшие кордон блю и чуть более скромные котлеты по-могилевски. По-могилевски? По-гомельски. Котлеты по-гомельски. Прости, кот, я перепутал твою родину. В общем, рекомендую к просмотру, ссылки я оставлю также в описании. А сейчас, чтобы не тратиться, краткое изложение. На столешницу пару капель воды, сверху пленку, далее ломтик курочки, еще раз пленку, молоточком промассируем ее нежное тельце, стараемся из серединки выгонять жирок к бокам. Эх, все как в жизни. Ну и на переменку отбивайте ковшиком с плоским дном. Не бойтесь, если будут дырки. Конечно, лучше, чтобы этого не было, но если маленькая дырочка и случится, не страшно, выкрутимся. Сразу скажу, классические котлеты по-киевски так сильно не отбивают. Могу я назвать это своим способом? Конечно, могу. Кто меня остановит? Цайтелла панчешу. В общем, меня все устраивает. А когда вы увидите результат, поймете, что я был прав. Не играйте с едой.
Страшнее всего это, если вы поленитесь приготовить или не поделитесь этим видео на своей страничке. Серьезно, вкуснее котлеты вы могли бы пробовать только в Одессе. Да, я знаю, что затягиваю видео. Это мое видео. И все. Отбитую курку на тарелку и в холод. Пусть прохлаждается напоследок. И то же самое с оставшимися тремя. Так, в тарелку хорошую щепоть муки насыпаем. С последним отбитым пластом достаем из холода и остальные куски, а также подмороженную сливочную колбаску, которая, конечно, задубела за это время, что, собственно, нам и нужно. Ну все, самое интересное. И это только 6-я минута видео. Ну блин, вы там живы еще? Берем кусочек курицы, снимаем верхнюю пленку, кладем ее рядом, на нее один кусочек малого филе, накрываем. Очень аккуратно отобьем его до пласта. Опять же, порвется, не ныть. Все будет в порядке. На большое филе, значит, немножко соли и свежемолотого черного перца. Разворачиваем масло, делим пополам. Затем в продолье еще раз пополам. И один кусочек на курицу. Сбоку, посередине, честно, не вижу разницы. Но чисто интуитивно, чуть ближе к краю, конечно. Накрываем сверху малым филе, хорошенько прижимаем. Это создаст дополнительный защитный слой. Ну, конечно, самое страшное, это если масло вытечет. Тогда это будут скорее котлеты по-житомирски. Да, там такие продают. Ну и заворачиваем, сворачиваем, подворачиваем, правильно подчеркнуть. Да, сейчас это выглядит как страх божий. Старайтесь не смотреть и сразу кидать это в муку. И тут же обваляли. Руки лодочкой и крепко сжимая формируем котлету. Лишнюю муку стряхиваем, затем котлету в пленку и в морозилку. Пусть мерзнет, пока возимся с остальными. В целом неплохо, если они поморозятся минут 20 перед жаркой. Опять же, дополнительная гарантия, что масло не вытечет. Дальше классическая панировка. В тарелку 2 яйца, немножко сольки и столовая ложка молока. Сейчас вы смотрите на руки человека, умеющего готовить котлету по-киевски и не способного налить ровно ложку молока в тарелку. В общем, убираем лишнее, если чего. Остались только сухари. Ссылка, как их приготовить, будет также в описании. И да, я против магазинных. Они прелые, воняют и очень мелкого помола. Как песок. Взяли полбуханки батона и через 10 минут пахнущие отличные сухарики будут готовы. Серьезно, люди, уважайте себя. Достаем подмороженные котлеты с морозилки, окунаем сначала в яйцо хорошенько, лишнее пусть течет, и затем сразу в хлебную крошку. Все же это не совсем сухари, крошка довольно мягкая. Смотрите, чтобы пристало со всех сторон. Снова руки лодочкой и лепим. Затем еще раз в яйцо. И еще раз сухари. Итого двойная панировка. Это в конечном итоге и вкусно, и котлету сделает больше, и снова пресловутый защитный слой. О-ла-ла. Очень тщательно слепленную котлету перекладываем на доску. На огонь кастрюльку, в нее растительное масло рафинированное, ну порядка так 300-400 мл у вас уйдет. Доводим масло до температуры 160 градусов, если есть кухонный термометр, или без него, минут 5 точно пусть нагревается. Опускаем осторожно котлету, и если вы все-таки зажали масло, тогда активно поливаем ложкой верхушку котлеты. Это для того, чтобы поддерживать одинаковую температуру со всех сторон и внутри. На обжарку уйдет минуты 2 от силы. Да, это фритюр, но это необходимая и вынужденная мера. К тому же котлета сразу же схватится коркой и лишнее масло просто внутрь не проникнет. Ну, если вас это успокоит. Я люблю ГМ. ГМ — это голодный мужчина. В процессе перевернем пару раз. А тем временем, пока жарится, включаем духовку, и пусть форма для выпечки разогревается вместе с ней до 200 градусов Цельсия. Готово, когда получилась темно-золотистая корочка. Красотень, в общем. Тут же перекладываем в раскаленную форму для выпечки и в духовку на 10 минут. Я отправил 2 котлеты в духовку, а 2, которые после фритюра, полностью остынут и попадут в морозилку. Итого это будет наш готовый, собственный полуфабрикат. Затем, когда захотите, достали в духовку на разогрев и одновременное допекание. Дубовый полуфабрикат минут 15-20. Ну, там сами определитесь. Спустя 10 минут духовку выключаем, котлеты проверяем. Честно, я боюсь оставлять их на большее время. Видите, на одной из них еле заметная трещинка. Конечно, в духовке они увеличиваются в объеме и их раздувает. Поэтому идеальный вариант — это запечь их 10 минут, выключить духовку, детский сад, и оставить их там вплоть до волшебного ужина. Пусть будут тепленькими. И теперь смотрите. Тот самый кульминационный момент разрезания. Я даже замолчу на пару секунд, чтобы вы прочувствовали все это и представили это у себя на кухне. Минута молчания закончена. Мамма мия. Надеюсь, учить вас их есть не нужно. В этот момент вы обычно выключаете, да? Рецепт есть, результат виден, что его еще слушать? Но выпуск юбилейный, поэтому позвольте вас задержать еще на 20 минут. Простите, на 20 секунд. 15 которых, правда, уже прошли. Мы приготовили уже 100 блюд, разбили их на плейлисты для вашего удобства, потратили 9 месяцев своей жизни и жизни кота, подписали на это дело свыше 10 тысяч человек. И что же будет дальше? Дальше будет. Главное, будьте с нами, подписывайтесь, ставьте нам лайк, пишите свои комментарии, и мы вместе добавим перца в застоявшийся мир кулинарного ютуба и его окрестностей. Увидимся!